Ну давай, давай, давай. Ну, тьфу, тьфу, проиграл. И так каждый раз. Всем привет. И мы сегодня с вами поговорим об играх. Но скорее не совсем об играх, а о том, как их делают. Сегодня речь пойдет об игровых движках. А если быть точным, сегодня речь пойдет об игровом движке, такой как Godot. Godot является бесплатным игровым движком. В отличие от Unity и Unreal Engine, которые очень популярны, за Godot не нужно платить деньги. Его код полностью открытый, поддерживается сообществом и доступен каждому. Его история началась с 2001 года, а в 2014 он был открыт всему сообществу. Godot развивается и по сей день, и открыто поддерживается. Его сообщество уже насчитывает тысячи разработчиков. Они хорошо развивают Discord-каналы, Reddit, Twitter. Они активно делают игры, большие и маленькие, и помогают друг другу. В отличие от Unity и Unreal Engine, как я уже упомянул, Godot полностью бесплатный. И на Godot уже посматривают крупные игроки. Потому что Unity недавно засветилась тем, что очень сильно подняли цену на свою продукцию. А точнее, на цены ради использования в коммерческих целей. А любая игра, которая больше, чем какая-либо мелкая, либо соло-разработчиком сделанная, это все-таки коммерция. И это все-таки работа. И чтобы зарабатывать большие деньги, надо платить большую комиссию. Но Godot не берет комиссию, и поэтому многие студии начали смотреть именно в эту сторону. А теперь давайте поговорим о том, что же такое Godot и из чего он сделан. И вообще, что такое игровой движок? Если сказать простыми словами, для человека, который не совсем разбирается в программировании и немножко далек от этого, то игровой движок можно из себя представить как набор пазлов. Но не тех пазлов, которые мы в основном собираем, различные мозаики, картинки, но принцип такой же. Это набор каких-либо готовых деталей. Там различные анимации, текстуры, физики. С их помощью можно создавать какие-либо игры, либо ускорять создание этих игр. А для человека, который немножко понимает в разработке, либо хотя бы писал какую-либо игру, либо в целом понимает, что для этого требуется, поясню немножко подробнее. В основе Godot лежат следующие языки программирования, такие как Godot Script и C#. Вы можете писать на любом из этих языков программирования. Да, вы можете еще писать на Python с помощью специального компилятора CPython, который потом конвертируется в C++. Но мы не будем об этом. Что же такое Godot Script, который был написан для этого игрового движка? Он очень напоминает по своему синтаксису как раз таки ранее упомянутый Python. В его основе также лежат отступы, он достаточно высокоуровневый, и его освоение не требует высоких знаний программирования. Ну, точнее, не скорее программирования, а не требует в целом очень глубокого понимания. Он слишком простой. То есть он специально написан так, чтобы любой человек мог легко его выучить и начать уже писать какую-либо игру, даже если он далек сильно от разработки. Но он хочет начать хотя бы с чего-то. Со временем вы его изучите достаточно хорошо, и это уже не будет для вас такой большой проблемой. А теперь в тему продолжения. Godot состоит не только из различных текстур, но в нем встроен полноценный 2D и 3D редактор. Вы можете проектировать хорошо 2D и 3D уровни, то есть делать для них сцены, делать персонажей, писать сценарии, то есть скрипты, делать ноды. Ну, ноды в Godot, мы об этом поговорим позднее, но может быть все что угодно. Ну, кстати, как и сцена, может быть все что угодно. На любые кнопки вешать различные сигналы, что является каким-либо триггером. Но в обычном языке программирования, ну не языке программирования, в языках программирования в основном это называют экшенами, но здесь это называются скриптами. Например, в веб-разработке это чаще называют экшенами, либо листенерами. Ну, от того, что мы называем это по-разному, суть это не меняет. Мы можем обрабатывать их и что-либо делать. Например, нажать кнопку Quit и выйти из игры. Что нужно знать перед тем, как использовать Godot? А самое главное, что нужно знать, это то, что Godot является полнофункциональным игровым движком. А под полнофункциональностью я подразумеваю то, что в отличие от его веса, точнее, несмотря на его вес всего 35-40 мегабайтов, Сколько? он содержит множество набор различных функций и заготовок. И чтобы все их узнать, вам потребуется достаточно много и значительно времени. Но даже несмотря на это, я вам советую уже сейчас начать на нем что-то делать. Потому что сразу все узнать невозможно. Надо начинать с малого. Не надо бояться сложностей, у вас все получится. А теперь давайте остановимся на теории и перейдем к практике. Я вам покажу, как установить движок и с чего стоит начать. Расскажу про интерфейс и прочее. Так, а теперь давайте посмотрим на Godot с другой стороны. Давайте попробуем его интерфейс и посмотрим, что он из себя представляет. Как уже ранее говорил, скачать Godot можно с официального сайта godotengine.org. Перейдя на этот сайт, мы видим полезные ссылки, которые касаются движка Godot, и большую кнопку «Скачать». Godot на данном случае представлена в двух версиях. Это версия 4 и версия 3. Но я рекомендую вам начать с более свежей версии. Эта версия также представлена в двух вариантах, которая одна из них имеет поддержку C# языка, вторая не имеет поддержку C# языка. Но в данном случае мне более удобно использовать без C#, потому что C# я владею, но не на достаточно высоком уровне, поэтому проще мне использовать Godot Script.
Я уже заранее скачал Godot, и нас встречает следующее окно. Как мы видим, мой интерфейс представлен на русском языке. Godot также поддерживает множество других языков. Но я лично рекомендую использовать английский язык, потому что он более распространен, и множество туториалов написано именно на нем. Окно также предлагает нам перейти в библиотеку ассетов, чтобы посмотреть, какие уже есть готовые какие-либо шаблоны. Но мы не будем этого делать, нам это не интересно. Мы сейчас будем знакомиться с базовыми принципами. Справа мы можем что-либо сделать, создать, импортировать, либо найти проект Godot в нашей системе. Как мы видим, у меня сейчас нет никаких проектов. Давайте создаем какой-нибудь первый проект. Как мы видим, можно использовать три варианта возможной отрисовки. Это, как по-русски написано, вперед плюс, мобильное устройство и совместимость. Каждый из них предоставляет разный набор функциональностей. Например, первое предоставляет возможность огромного количества расширений, но не имеет быстрый рендеринг и не имеет поддержку мобильных систем. Средний же, который представляет для мобильных устройств, предоставляет средний набор функциональностей, но на самом деле он не такой и средний. Его будет более чем достаточно для большинства игр, которые вы будете сами делать. И совместимость, которая поддерживает практически все известные нам игровые платформы. Но мы остановимся на примере мобильных устройств и покажем примеры на нем. Вот так нас встречает Godot пустой проект. Слева мы видим сайдбар, который разделен на две части. В верхней части можно делать какие-либо быстрые функции, а-ля быстро создать 2D, 3D сцену, какие-либо настройки поискового интерфейса, либо сделать свой собственный кастомный узел, на английском языке нода. Снизу мы видим в целом нашу структуру файлов нашего проекта. В данном случае сейчас у нас представлена только одна иконка. Дальше мы будем добавлять новые. Так, сайдбар мы рассмотрели. Справа у нас имеется другой сайдбар. Он занимается нашей историей, инспектированием и прочим. Он будет меняться в зависимости от того, какой именно мы нода-узел будем использовать. Ну, это вы увидите чуть позднее. Сейчас попрошу обратить внимание на то, что представлено в верхней части экрана. Здесь представлено 2D, 3D, скрипт и ассет-либы. В данном случае это сцены, которыми мы можем управлять либо редактировать. То есть, нажав на 2D сцену, мы увидим перспективу именно нашей 2D игры. С помощью нажатия на колесико я могу передвигать сцену. В нижней части экрана мы увидим вывод, отладчик, аудио, анимацию, редактор шейдеров. Это нам сейчас не сильно пригодится, но в дальнейшем, когда вы будете писать свои игры, вам это понадобится. Теперь давайте создадим нашу первую сцену. Для этого нажимаем на 2D сцену и создаем ее. Давайте переименуем ее во что-нибудь и назовем ее стартовое меню. Отлично, мы создали первую сцену. Давайте сохраним ее. С помощью Ctrl-S мы можем сохранить файлы, которые изменены. Как мы видим, здесь подсвечивается звездочка, это означает, что файл не сохранен и надо его сохранить. Сохраняем его в коренной путь каталога нашего проекта. Как мы видим, рез совпадает, ресурсы. Сохраняем прямо в корень нашего проекта как меню. Godot сцены имеют разрешение TS-CN. Все, наша сцена создана. Давайте попробуем ее запустить. Как мы видим, она запустилась, и она сейчас является пустой. А теперь давайте попробуем сделать что-нибудь. Например, давайте добавим парочку кнопок к нашей сцене. Для этого мы нажимаем «Добавить дочерний узел», либо Ctrl-A, если вы сидите под операционной системой Windows. Давайте попробуем добавить парочку кнопок. Как мы видим, можно использовать, во-первых, поиск. Во-вторых, можно самому пытаться выбрать что-то из готового. Каждый из этих нот и узлов предоставляет собой разный набор функциональностей. Почему разные? Потому что в зависимости от того, что именно будете использовать, вам нужны будут разные физические механики. Нас интересует сейчас парочку кнопок для игрового меню. Так как у нас 2D игра, и мы будем делать простейшую сцену для 2D, нас интересуют именно ноды, которые касаются либо 2D, либо находятся в папке Control. Либо можно просто воспользоваться поиском и пытаться найти кнопки. Вот наша кнопка. Теперь давайте ее добавим. Как мы видим, здесь ниже указано описание. Что мы можем с ней делать? Мы можем добавлять иконки и добавлять какое-то текстовое описание. Выбираем кнопку. Окей, давайте немножко расширим кнопку. И давайте напишем на ней какой-нибудь текст. Ну, допустим, будет текст Play Game. Ну, это значит, что мы будем начинать старт игры. И давайте сделаем похожую кнопку. Кстати, да, слева тоже советую переименовывать все в соответствии с его предназначением, чтобы вы в дальнейшем, когда будет проект расширяться, не запутались, что и что. Поэтому здесь тоже мы будем Play Game. Так, а теперь давайте задублируем эту кнопку. Дублировать можно с помощью клавиш Ctrl-D. Либо нажать правой кнопкой мыши на интересующий нас узел и найти кнопку дублировать. Так, мы задублировали кнопку Play Game. Теперь она также задублировалась и на экране. Давайте сразу поменяем название. Нас интересует название Quit. Что это за игра, из которой нельзя выйти? Согласитесь. Так, мы уже сделали какое-то первичное меню. Так, слева надо также переименовать в Quit. Все.
И сохраним на Ctrl-S. Да, здесь доступны различные настройки лайаута, возможно все выравнивать, но чтобы все это изучить и показать, несколько минут мне будет слишком мало. На это потребуются дальнейшие уроки. И да, кстати, если вам интересны дальнейшие уроки по Godot и созданию своей собственной игры, отпишитесь в комментариях и подпишитесь на канал. А теперь вернемся к нашему проекту. А теперь давайте повесим какие-либо действия на наши кнопки. В целом Godot построен на 3 принципах. Это сцена, это все что угодно, может быть, это будь то плеер, либо еще что-то. Построен на принципах ноды, то есть какой-либо узел, которому потом присваиваются разные свойства, либо эффекты анимации. И принцип сигналов. Это значит какое-то поведение на какое-то событие. Обо всем этом вы можете почитать на сайте. Информация представлена на официальном сайте godot.org в разделе Learn, и, допустим, можно перейти в Getting Start. Здесь также можете перевести на различные языки, если вам интересно, и посмотреть разные версии документации. Но нас сейчас интересует конкретно принцип сцен. Здесь, допустим, Getting Start, как раз таки это очень легко описано. В разделе Step by Step рассказано, что такое сцена, что такое нода, как создать свою первую сцену и прочее. Но мы не будем на этом останавливаться, мы сейчас перейдем обратно к практике. Давайте запустим нашу игру, попробуем посмотреть, что у нас получилось. Как мы видим, у нас появились 2 кнопки, на них можно нажимать. Теперь давайте повесим какое-либо действие на кнопку, допустим, Quit. Справа у него наверху есть надпись «Узел». Узел в данном случае разделен на 2 части. Это группы и сигналы. Сигнал как раз таки и есть то поведение, которое нас интересует. Так как мы хотим повесить действие на конкретно нажатие кнопку, нас будет интересовать именно Press It. Остальные нажатия, допустим, Button Down и Button Up, это значит, когда ты нажал кнопку, она пошла вниз, и кнопку, когда пошла вверх. Нас это сейчас не очень сильно интересует. Когда мы хотим добавить сигнал к нашей кнопке, Godot предлагает присоединить этот сигнал к конкретному объекту. Сцена не содержит никаких скриптов. Он нам пишет. Да, все верно, скриптов никаких не содержит. А скрипт это и есть как раз таки программный код, который будет присвоен каждому ноде, узлу, либо сцене. Также можно раскрыть дополнительное меню и указать разные аргументы. Допустим, там какие-то булевые, инты и так далее. То есть это здесь надо уже знать программирование и понимать, что каждый из себя этот тип представляет. Но мы сейчас не будем на этом останавливаться. Поэтому прежде чем добавлять сигнал к нашей кнопке, мы добавим скрипт к нашей ноде. Добавить можно с помощью клавиши создания скрипта рядом с поиском фильтров. Появляется у нас программное окно, которое описывает, на каком языке будет создан скрипт, какую сцену он наследует, в данном случае это нода 2D. Имя класса пока никакое не присвоено. Да, дефолтный шаблон ноды. Он будет встроенный или не встроенный. В зависимости от встроенности и невстроенности будет меняться поведение. Допустим, если это не встроенный скрипт, можно будет обратиться к нему по пути. Можно будет создать новый файл скрипта, и он будет лежать в основе методов. Давайте создадим. Все, мы создали простейший скрипт. Вот так он выглядит. Здесь сразу имеется уже заранее подзаготовка. Вот эти заранее предзаготовки будут и с другими классами нодами, будь то игрок, плеер или еще что-то. Но сейчас нас не интересуют эти заготовки, поэтому давайте удалим. И нажмем клавишу Ctrl-S, то есть сохраним. Если вы работаете с помощью системы macOS, то вам надо нажимать клавишу Command-S. Все, мы очистили скрипт, нам он в целом больше не нужен. Теперь мы возвращаемся к нашей кнопке. Прошу обратить внимание на верхнюю часть экрана. Мы переместились со сцены разработки 2D в сторону скриптов. И здесь будет показан всех список скриптов. Также мы можем прочитать документацию, что конкретно что-то значит. Также можно документацию прочитать и здесь, перейдя в раздел «Справка». И можно почитать, что конкретный класс делает. Возвращаемся к нашей 2D-сцене и к нашей кнопке. Добавляем эффект Preset. И сразу же будет предустановленный заранее метод этого события. Присоединяем этот метод к меню ноде, то есть он будет привязан в целом к этой сцене. Присоединяем, и у нас появляется этот метод. Вот он onQuitPreset. Он заранее, у него прописано pass. Это значит то, что пропуск. То есть по факту он ничего из себя не представляет. Когда вызывается этот метод, то есть происходит событие нажатия, у нас в целом функция ничего не делает. То есть мы просто нажимаем. То есть можем это попробовать сейчас и проверим. Вот мы нажимаем quit, и ничего не происходит. Так, теперь давайте добавим наше событие. Для того, чтобы добавить выход, нам надо обратиться к дереву ноды. Дерево ноды в данном случае у нас это меню. Чтобы обратиться к дереву, надо прописать следующее. Надо получить его структуру, то есть получить дерево. getTree. Мы получаем с помощью метода getTree дерево и обращаемся к конкретному методу выхода. Quit.
Более подробнее о том, какие в целом есть функции и как с ними работать у разных узлов, вы можете прочитать опять-таки на сайте. Опять-таки повторюсь, если вам интересно продолжение уроков, напишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы поподробнее проговорил. Сохраняем и запускаем. Теперь попробуем нажать Play Again, ничего не делает, но теперь нажимаем на Quit и закрывается наша программа. Давайте еще раз. Нажимаем на Quit и программа закрывается. После того, как происходит нажатие на клавишу Quit, закрывается вся игра. Так, а теперь давайте немножко вернемся назад и еще раз проговорим, что мы сделали. У нас есть сцена 2D. У него мы с помощью правой кнопки мыши создали дочерний узел. Нашли его в поиске к button, добавили его. Баттону создали имя. Справа мы отредактировали его имя. Самому баттону мы присвоили событие preset. Перед тем, как присвоили событие preset, мы создали скрипт для нашей ноды меню и прописали метод preset для нашей клавиши Quit. Все. И мы сохраняем нашу программу, и у нас доступна возможность выхода из нее. Как же нам теперь сделать переход между сценами, а в данном случае между разными уровнями? Игра же состоит не только из одной сцены или одного уровня, их чаще всего будет много. Это делается очень просто. Нажимаем плюсик на нашем тулбаром сверху и создаем новую 2D сцену. И назовем ее, допустим, New World. То есть наш новый мир. Отлично. И нажимаем клавишу Ctrl-S, сохраняем. Сохраняем ее туда же, где располагается у нас меню. То есть он будет лежать, допустим, здесь слева видно, в корне нашего проекта. Сохраняем. Все, у нас теперь доступна новая сцена. Давайте добавим какой-нибудь дочерний узел. Пусть это будет какой-нибудь лейбл. Вот добавился наш лейбл. Давайте пропишем ему какую-либо надпись. Hello, New World. Нажимаем Ctrl-S, сохраняем и запускаем. Так, когда мы нажимаем Play Again, мы не можем перейти к этой сцене. Нажимая Quit, все работает. Так как же нам сделать переход к этой сцене? Аналогичным образом. Возвращаемся к нашей сцене меню, и мы хотим повесить событие на клавишу Play Again. Нажимаем на Play Again, переходим в раздел Узел, и здесь будет сигналы. Нажимаем Preset и добавляем событие On Play Again Preset к нашей кнопке. Нажимаем «Присоединить». Вот появилась наша новая функция, которая будет срабатывать при нажатии кнопки Play Again. Соответственно, функция называется On Play Again Preset. Мы удаляем неиспользуемую часть кода и добавляем свою. Чтобы осуществить переход между сценами, нам также нужно обратиться к дереву. Поэтому мы берем и обращаемся и пишем getTree. Получаем всю структуру дерева и его методы. И здесь нас интересует метод change. Change представлен двух видов. Change send to file и change set to packet. Нас интересует именно файл. У нас нету пакета, у нас конкретно файл. Поэтому используем сцену файл. И здесь можно выбрать, какую конкретно сцену мы хотим использовать. Будь то, допустим, New World. И добавляем. Нажимаем Ctrl-S и сохраняем. Также это можно сделать и другим способом. Допустим, мы создали функцию, и у нас уже создана сцена. Мы можем просто взять New World и перетащить. Либо же мы можем правой кнопкой мыши взять и скопировать путь. И по факту можно сделать это и таким способом. Скопировали путь, вставили. Нажали Ctrl-S. Давай запустили игру. И теперь при нажатии кнопки Quit мы будем выходить из игры. И при нажатии на кнопку Play Again мы будем попадать на другую сцену. В принципе, про основы Godot это все. Опять-таки, повторюсь, не бойтесь экспериментировать. Пробуйте разные свойства метода, изучайте его функциональность. Ее тут слишком много. Лично мой совет: не старайтесь пока использовать 3D-сцены, старайтесь сделать сначала 2D-игры, чтобы разобраться с разным инструментарием. Из полезных ссылок, которые я могу вам дать посоветовать, есть такой сайт, который называется itch.io. На этом сайте представлены различные наработки разных игроделов. Здесь есть как и платные бандл-паки, так и бесплатные. Допустим, мы хотим найти GameKit какой-нибудь, чтобы заранее его использовать. Он нам выдает различные геймкиты. Это набор ассетов, которые мы можем использовать. Там будь то картинка, либо еще что-то, либо это персонаж целый анимированный. Вот. Здесь мы можем перейти в какой-нибудь бесплатный, допустим, вот Jetpack Hero. И спускаемся до клавиши Download Now. У нас вылезает модальное окно, но мы не будем платить деньги для первого раза. Когда будем богаты, тогда заплатим. Называем No Thanks и скачиваем наш пак.
Все, пак скачивается, и мы его можем использовать в нашем проекте. Я думаю, для знакомства с Godot будет более чем достаточно. В целом мы проговорили о том, что такое Godot, как он появился, какие у него есть плюсы и минусы, что он из себя представляет, и попробовали сделать какую-либо простецкую не то что игру, но хотя бы меню, чтобы познакомиться с инструментарием. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.